Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте обязательно в плейлисты. Там очень много узорчиков, они собраны небольшие коллекции для вашего удобства, да? И для себя что-то интересное вы обязательно найдете. Не забывайте заглядывать в раздел Shorts и в раздел сообщества, там тоже много узорчиков представлено. И каждому узорчику есть своя ссылка с полным видео, с описанием, как связать данный узорчик. Отдельный привет, слова благодарности я передаю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши лайки, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с ними мы уже работали. На канале есть узорчики с такими ниточками, даже с таким цветом, да, с такой расцветкой. Ну и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще не знает такие ниточки, знакомьтесь. Называются они Alize Angora Gold. Идем дальше. Моточки здесь получается по 100 метров, в 100 метрах 500, по 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. По составу, что это за ниточки, смотрите. Получается здесь 80% акрила, 20% здесь шерсти. И нам советует производитель брать крючок от 2 до 4. Цвет сразу же назову 152. 152. На камеру, в принципе, передается, как он есть на самом деле. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Крючок номер 3. Вы, в свою очередь, берете не обязательно такую же пряжу, вы берете свою пряжу, какая у вас есть, все узорчики универсальны. Один и тот же узорчик из разной пряжи смотрится по-разному, поэтому берите летнюю, демисезонную, зимнюю. Самое главное, правильно подобрать крючок. Точно так же читаете инструкцию, нотацию к своей пряже, какой вам советует крючок, берете, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка четкая, хорошего качества. Кто умеет уже работать со схемками, можете работать самостоятельно, нас не ждать, да? Кто еще пока не умеет работать со схемками, повторяйте за руками, у вас все равно получится, так? Но, в свою очередь, обращайте внимание на схемку. Провязали элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. В дальнейшем вы научитесь так работать самостоятельно с любыми схемками. Итак, смотрим. Раппорт узорчика 4 петельки. Давайте я наберу, например, 8 раппортов. Это будет 4 × 8, 32 воздушные петельки. И одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я наберу 33 воздушные петельки. Ну, а вы набирайте, сколько вам будет необходимо. Итак, для начала все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. Так. А теперь я буду набирать 33 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, мы с новичками провяжем вспомогательный ряд, чтобы они не запутались в воздушных петельках. Мы сделаем столбики с накидом, а в столбиках они точно не запутаются. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Это столбик с накидом. Дальше накид. В следующую по порядку петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки, 2, столбик с накидом. Наша с вами задача вот так каждую петельку цепочки провязать столбиком с накидом. Сами себя контролируйте. У вас количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько петелек в цепочке. То есть, если я, например, набрала 33 воздушные петельки, у меня будут 33 столбика с накидом. У вас, конечно, может быть ваше количество, но не больше, не меньше, чем петелек в цепочке. Понятно, да? Смотрите, и первые 3 петельки, которые мы провязали, вот эти вот, самые первые, это имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно провяжите до конца ряда, это несложно, и в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали, получается, наши столбики с накидом все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Для начала, смотрите, делаем 2 петельки подъема, так, и 2 воздушные петельки по узорчику.
И то получается, здесь у нас будет 4 воздушные петельки. Теперь, смотрите, делаем накид. Возвращаемся сюда же, в этот же первый столбик. Вытягиваем ниточку, подтягиваем вот так вот. Держим на крючке, не провязываем. Считаем раз. Накид сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2. Накид сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 3. Теперь держим все на крючке. Смотрите, делаем накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й столбик нырнули. Вытянули ниточку. Держим на крючке. Угу. Накид. Вытянули ниточку опять. Держим на крючке 2. И накид точно так же 3. И теперь все вместе провязали за один раз. До 2 петелек на крючке. И 2 петельки вместе. Вот получается такая арочка. Да, такая вот перевернутая рогаточка из пышных столбиков. Дальше 2 воздушные петельки. И дальше, смотрите, по схемке нарисовано, что надо провязать полустолбик с накидом. Но если смотреть дальше схемку, там надо будет провязывать точно так же полустолбик вместе с пышными столбиками. И я вот так понимаю, что, возможно, в схемке ошибка. Здесь должен стоять столбик с накидом. То есть делаем накид, ныряем сюда же, в верхушку этого столбика и провязываем полноценный столбик с накидом. Понятно? Теперь 2 воздушные петельки и провязываем точно так же из 2 пышных столбиков вот такую вот арочку. Вначале мы возвращаемся сюда же, в этот же столбик, набираем петельки. Раз, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Теперь накид, пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. В 4-й точно так же берем, набираем петельки. Раз, сюда же 2, накид сюда же 3. Теперь все петельки провязываем вместе за один раз до 2 петелек на крючке и затем фиксируем. Вот такая опять получается наша арочка из пышных столбиков. 2 воздушные петельки и возвращаемся сюда же, в верхушку этого же столбика, и провязываем столбик с накидом. Понятно, да? И вот так вот вы должны прошагать до конца ряда. Совсем не сложно. Еще раз, 2 воздушные петельки. Вначале вернулись сюда же. Набираем пышный столбик. Раз, два, 3. Теперь пропускаем 3 столбика. Раз, два, 3. В 4-й точно так же набираем петельки для пышного столбика. Раз, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки зафиксировали наши пышные столбики, чтобы не разбежались. Угу. Ну и опять 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом. Все, и вот так вот шагаем до конца ряда. Совсем не сложно. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши арочки из пышных столбиков. Ничего здесь сложного нет. Заканчиваем ряд, получается, точно так же, как и начинали. Да? Здесь 2 воздушные петельки. И как мы уже здесь провязывали, получается, с вами столбик с накидом, да? Мы провязываем вот в 3-ю петельку подъема, куда мы провязали последний пышный столбик. Сюда же провязываем столбик с накидом. Все, у нас одинаковая высота нашего ряда. Дальше петелька воздушная, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. Теперь 2 воздушные петельки и делаем пышный столбик вот в верхушку, получается, наших 2 пышных столбиков. Но не вот эту вот, получается, верхушечку петельку, а предлагаю нырнуть прямо вот сюда, в сердцевинку пышных столбиков. Так будет, мне кажется, красивее. Накид. Захватили ниточку, вытянули, считаем раз, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки зафиксировали. Дальше 2 воздушные петельки. И там, где у нас был столбик с накидом, сюда беремся за верхушку и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Опять беремся вот за сердцевинку наших пышных столбиков и провязываем один пышный столбик. Раз, два, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки. И там, где был столбик с накидом, в него провязываем столбик без накида. Видите, какая картина получается? Ну, так скажем, трилистники, да, назовем их так. Все, и опять то же самое. 2 воздушные петельки, опять в сердцевинку пышных столбиков провязываем один пышный столбик. Раз, два, 3. Провязали, зафиксировали. Опять 2 воздушные петельки, и там, где был столбик с накидом, столбик без накида.
Вот. И вот такая картина до конца ряда. Я думаю, что вы справитесь, да. Единственное, что предлагаю, попробуйте, провяжите в пышном столбике не как я, 3 петельки и 3 накида, да. Провяжите больше, 4, 5, 7, 10. Посмотрите, как смотрятся более эффектно пышные столбики на самом деле. Но и пряжи кушают больше. Так что смотрите, если вам понравится, то запасайтесь больше пряжей. Но будет на самом деле красивее, чем вот так вот с 3 петельками, 3 накидами. Все, давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встречаемся. Несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши, ну, так скажем, условно, 3 листнички. Такие вот объемные получаются, очень красивые. Как мы заканчиваем ряд? Вот пышный столбик, последний, да? 2 воздушные петельки. И помните, мы здесь провязывали 2 петельки подъема и 2 петельки по узорчику. Вот во вторую петельку подъема мы провяжем здесь столбик без накида. Угу. Все, наш ряд закончен. Дальше, смотрите, в силу того, что мы решили, что у нас по схемке как бы идет не полустолбик, а столбик, давайте мы здесь сделаем 3 петельки подъема. Раз, два, три, то есть как бы имитация столбика с накидом. Поворот. Теперь смотрите, в верхушку вот этого пышного столбика, вот этим будем работать с верхушкой, делаем накид, ныряем в верхушечку, вытягиваем ниточку и набираем на еще один пышный столбик. Раз, накид сюда же, два, накид сюда же, три. Провязали, зафиксировали пышный столбик. Теперь смотрите, 2 воздушные петельки, вернулись сюда же, в этот же пышный столбик, верхушечку, и провязали столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Теперь будьте внимательны. Смотрите, мы возвращаемся сюда же, набираем пышный столбик один. Раз, два, три. Держим на крючке, не провязываем. Теперь накид. Вот там, где у нас с вами в предыдущем ряду был столбик без накида, мы в него провязываем столбик с накидом, но не до конца. Видите? 2 петельки провязали, стоп. Потому что будем набирать следующий пышный столбик. Накид. И в следующую вот верхушку пышного столбика ныряем и набираем петельки для следующего пышного столбика. Раз, два, три. Вот теперь все вместе провязываем до 2 петелек на крючке и 2 петельки вместе. Угу. То есть мы такую арочку провязывали вот в самом первом ряду. Единственное, что у нас не было по центру столбика. А теперь он будет. А так все то же самое. 2 воздушные петельки. Опять возвращаемся сюда же, столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Теперь получается, мы сюда возвращаемся, пышный столбик. Вот сюда столбик с накидом не до конца провязываем и пышный столбик. Поняли, да? Схемка перед вами, смотрите. Раз, накид сюда же 2, накид сюда же 3. Теперь накид, там где столбик без накида был, мы провяжем, но не до конца, столбик с накидом, 2 петельки и все, стоп, держим на крючке. Пошли дальше набирать. Вот верхушечка следующего пышного столбика. Мы беремся за нее и начинаем набирать петельки. Раз, два, три. И вот теперь все вместе аккуратненько провязываем за один раз. Так. И вот эти 2 петельки фиксируем. Все. В принципе, ничего сложного. Все то же самое, как в первом ряду. Единственное, что между пышными столбиками появляется столбик, одиноко стоящий. Угу. Как вам, не сложно? Я думаю, что нет. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встретимся. У вас получится. Схемка перед вами. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. Сейчас покажу, как заканчиваем ряд. Тут получается, мы должны сделать один пышный столбик и столбиком с накидом закончить ряд. Итак, делаем накид. Возвращаемся сюда же, в верхушку этого же столбика и начинаем набирать петельки. Раз, два, три. Теперь делаем накид. И там, где столбик без накида предыдущего ряда, нырнули, вытянули ниточку, провязали здесь 2 петельки, стоп. А вот теперь все петельки провязываем вместе до 2 петелек на крючке и 2 петельки вместе. Все, зафиксировали. Вот такая получается красота. Все ровненько и аккуратненько. Идем дальше. Теперь здесь у нас должен быть пышный столбик по нашей схемке, по нашему узорчику. Но смотрите, что мы делаем. Мы сделаем вот так вот. 3 петельки подъема, поворот, накид. Сюда же, получается, верхушечку нырнули, вытянули ниточку. 2 петельки провязали, провязали. То есть мы сделаем вот таким вот образом, как бы, ну, полушишечку такую, да. Дальше 2 воздушные петельки.
И присоединяемся вот к нашему столбику, столбиком без накида. 2 воздушные петельки, а теперь так же, как мы провязывали ряд, где по одному пышному столбику. Вот, где наши 2 пышных столбика, беремся за сердцевинку, начинаем набирать петельки. 1, накид, 2, накид, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки, там, где был наш столбик с накидом, в него столбик без накида. То есть мы так уже с вами вот наш второй ряд провязывали, поняли, да? Опять то же самое, 2 воздушные петельки, в сердцевинку нырнули, так будет красивее, да? Ну, как бы я так подумала, попробовала. И набираем петельки. 1, сюда же, 2, сюда же, 3. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом, без накида. Все то же самое повторяйте, как вот наш, получается, второй ряд, но просто он смещен в шахматном порядке. Все, не сложно, не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда у вас получится. Схемка перед вами. Так, смотрите, вот еще очередной наш ряд, так скажем, трилистников. Так? И как мы заканчиваем ряд? В силу того, что мы сместили в шахматном порядке, то мы должны закончить здесь пышным столбиком. Но он будет не полный пышный столбик, да, скажем, а будет его, ну, половинка. Итак, смотрите, накид, нырнули вот в верхушку нашего пышного столбика предыдущего ряда, вытянули ниточку 1, накид сюда же 2 и провязали, зафиксировали. То есть здесь будет, ну, вот такой вот полупышный столбик. Все, и дальше опять мы делаем 2 воздушные петельки по узорчику, 2 петельки подъема, 2 петельки по узорчику, поворот. И повторяем точь-в-точь, как мы с вами провязывали самый-самый первый ряд. Поняли, да? То есть вначале мы с вами возвращаемся сюда же, набираем пышный столбик. 1, 2, 3. Но здесь, в отличие от самого первого ряда, мы с вами должны будем, вот там, где столбик без накида, сделать столбик с накидом, но провязываем не до конца, только 2 петельки. И дальше набираем петельки со следующего пышного столбика. 1, 2, 3. Все вместе провязали и зафиксировали. 2 воздушные петельки. Опять же, возвращаемся сюда же, в верхушку этого же столбика, и провязываем столбик с накидом. То есть, я думаю, что принцип узорчика вы уже поняли. Так? То есть, вначале мы делаем арочку из пышных столбиков, затем мы делаем ряд с одними пышными столбиками. Потом у нас смещается в шахматном порядке. Опять идет арочка из пышных столбиков, потом один столбик. Потом возвращаемся обратно. Арочка из пышных столбиков. Следующий ряд будет один пышный столбик. Все. То есть сам по себе узорчик 2 ряда. Мы просто их будем смещать в шахматном порядке. Ничего сложного нет. Все, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что получается симпатично, да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что у нас получается. Вот так как бы на контрасте с ладошкой, да, видно узорчик какой идет. Как вам? Совсем несложный, да? За счет того, что пышные столбики, конечно, пряжа будет кушать у вас, но оно того стоит, согласитесь, да? Как вам? Узорчик двусторонний, выбираете любую сторону, она у вас будет лицевой. Если из данной пряжи, то это будут интересные кофточки, кардиганы, палантины, шарфики, да? Если это будет демисезонная пряжа, если это будет летняя пряжа, точно так же это могут быть осенние шарфики, это могут быть также легкие кофточки, кардиганчики. Также может быть и топик. Представьте, если таким узорчиком будет связана сумка. Ну, пусть она будет летняя, пусть она будет пляжная. Но интересный, да, узорчик? Из моей пряжи вот так вот узорчик тянется, смотрите, ну, чуть-чуть совсем, да? И вот так вот совсем чуть-чуть тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может тянуться меньше. Поэтому пробуйте, вяжите из любой пряжи. Если кто-то уже вязал данный узорчик, да, либо изделие из данного узорчика, то рассказывайте, что вязали. Подбрасывайте нам идейки, что можно связать. Я вот как бы увидела идейку, можно связать пляжную сумку. Угу. Ну да, не из такой пряжи, конечно. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я, получается, набирала 33 воздушные петельки. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок. То есть это как бы все индивидуально, поэтому обязательно своей рукой образец вяжите. У меня это получается 20,5 сантиметров. И тут получается вот наши рядочки, как бы трилистник, да? Это получается 2 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И самый первый 10. Так, это у нас получается, смотрите,
ну вот 11,5 сантиметров. Вот. Узорчик сам по себе совсем не сложный. Запоминать тут ничего не надо. Единственное, что запастись нужно пряжей, если вы захотите данным узорчиком связать что-то интересное. А так, воздушные петельки придают шарм, и пышные столбики придают шарм. Согласитесь, да? Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. И обязательно пишите комментарии, потому что это помогает продвижению моего канала. Заранее спасибо вам большое. А также делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте в свои плейлисты, вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.